Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о выдрах. Что мы знаем о них? Глядя на выдру, у большинства из нас возникает чувство умиления. До чего же очаровательно выглядит это создание. Симпатичная мордочка, выразительный взгляд, пушистая шерсть. Так и хочется завести ее дома, что, судя по соцсетям, многие и делают. Но так ли это на самом деле? Как ведут себя выдры в природе? И какие они бывают? Обо всем об этом здесь и сейчас мы и поговорим. Поехали! Выдры принадлежат к семейству куньих. Но они не совсем похожи на своих родственниц, поэтому у них есть свое подсемейство выдровые. В свое время их путь развития пошел немного в другую сторону, в отличие от их наземных собратьев, таких как куницы, росомахи или медоеды. Эволюция выдр – это увлекательный пример адаптации хищных млекопитающих к водной среде. Согласно ученым, выдры произошли от древних хищных млекопитающих, появившихся около 30-40 миллионов лет назад в эпоху Эоцена. Их предки были наземными и обладали характерными чертами хищников, острыми зубами и длинным телом. Считается, что первые куньи возникли в Евразии около 20 миллионов лет назад. Один из ключевых представителей – Потоматериум, предок, живший в Миоцене около 16 миллионов лет назад в Европе. Это существо было похоже больше на современную выдру, чем на куницу, и вело полуводный образ жизни, питаясь рыбой и обитая в реках. К началу Миоцена, около 15 миллионов лет назад, выдры начали отделяться от других куньих, и первые выдры уже обладали адаптациями к полуводному образу жизни. Например, такие как мембраны между пальцами для плавания. Были и уникальные виды, например, энхидриодон. Гигантская выдра, обитавшая в Африке, которая могла достигать размеров современного леопарда. Она была больше наземной, но имела полуводные привычки. По факту энхидриодон и на выдру-то не был похож. Он почти полностью отказался от полуводной жизни. Зверь обитал в зарослях тростника. Он отказался и от рыбы. Его интересовали в основном крупные животные – лошади, антилопы, кабаны. Охотничьи угодья энхидриодона распространялись на несколько километров вдоль реки. Гигантская доисторическая выдра выбрала жизнь льва и конкурировала с ним же. Но 2,5 миллиона лет назад энхидриодон проиграл войну кошачьим и исчез, оставшись только в палеонтологической летописи. Другой вид выдр американские палеонтологи обнаружили в донных отложениях озера в заповеднике Шуйтанба в Китае. Останки самой большой выдры из когда-либо живших на Земле. Гигантские выдры весили около 50 килограмм и были размером современного волка, почти вдвое больше своих современных сородичей. Но они были менее кровожадные, в отличие от энхидриодона. Как и современные речные морские выдры, гиганты питались моллюсками, размалывая их мощными челюстями или раскалывая о камни. Зубы у них почти не отличаются от зубов современных выдр, но некоторые особенности черепа скорее напоминают о барсуках, поэтому вид назвали мелилутра, от латинского мелис – барсук и лутра – выдра. А современные выдры, которые дожили до наших дней, начали формироваться около 2-3 миллионов лет назад. Они распространились по всему миру, за исключением Австралии и Антарктики. Сейчас в подсемействе 5 родов и 13 видов выдр. Раньше было больше, но с приходом молекулярно-генетического анализа ветка поуменьшилась. Некоторые рода и виды объединили в 2022 году. Каждый род выдр обладает уникальными адаптациями и внешними особенностями, связанными с их средой обитания. И очень хочется поговорить о каждом из них. А начнем мы с гигантской или бразильской выдры, претендентки на звание крупнейшего и успешнейшего представителя всего семейства куньих. Свое название зверь полностью оправдывает. Выдра вырастает до 2 метров в длину. Добавьте к столь солидным габаритам щепотку самоуверенности, горстку коммуникативных навыков, ведро семейных ценностей, банку ловкости, чашку бесстрашия и не забудьте побольше острых зубов и когтей. На выходе мы получаем поистине невообразимое
невообразимого хищника. Встретить этих гиганток можно на севере и в центре Южной Америки. Селятся они абсолютно везде, где есть пресная вода. Неважно, река это, озеро, ручей, растительный канал или водохранилище. Главное условие для дислокации – наличие еды. Большого количества еды. Нашим прожорливым героям нужно около 3 килограммов мяса в день. Неизвестно, что к выдрам пришло раньше – неуемный аппетит или способность этот самый аппетит обеспечить. Но так или иначе, выдры занимают не последнюю ступень в пищевой пирамиде. Занимать эту ступеньку им помогают идеальные анатомические данные и отточенные годами эволюции охотничьи стратегии. Что касается данных, начнем описывать с конца, точнее с хвоста. Он у выдр плоский, мускулистый и формой напоминает птичье крыло. Благодаря ему и сильным коротким лапам под водой зверушки и правда летают. Бонусом к перепонкам конечности зверьков украшены маникюром из длинных острых коготков, чтобы ловко ловить скользкую рыбу. Особое внимание стоит уделить превосходным органам осязания. Бразильские умнички умеют в буквальном смысле слова чувствовать воду. Длинные усы вибрисы на морде ощущают мельчайшие изменения давления и течения в толще воды. Это помогает выдрам очень точно следовать за плывущей рыбой по оставленной ей следу в воде. А дальше цап и ужин подан. Среди людей в основном о выдрах сложилась репутация милых пушистых зверьков. Чего не скажешь о бразильянках. Это весьма свирепые хищники с острыми зубами и мощными челюстями, вовсе не склонные пасовать перед опасностями. Несмотря на то, что по размеру выдры уступают некоторым из своих потенциальных преследователей, они благодаря своей ловкости вполне способны сбежать или отбиться, например, от койотов. Группа выдр способна победить или прогнать даже таких хищников, как ягуар или крокодил. Случаются и серьезные нападения на людей, если те оказываются в непосредственной близости от детенышей. Да, бразильянки живут сплоченными группами до 20 особей, что вообще не свойственно куньям. Внутри стаи существует жесткая иерархия, где мать и отец – главенствующая пара семейства, авторитет которых непререкаем, чужаков в стаю принимают редко, так что обычно это одна большая семья. Вместе выдры делают все – отдыхают, защищают свою территорию, разговаривают. У зверьков выстроена целая серия различных вокализаций для более точной передачи информации. Охотятся выдры тоже вместе. На поиск пропитания звери часто выходят парами или группой. Если одна выдра – это 2 метра наглости, то целая банда становится угрозой даже для крокодилов, кайманов и анаконд. Против слаженной атаки, ловких уворотов и мощных укусов медлительным хладнокровным рептилиям противопоставить нечего. К размножению звери также подходят с групповым энтузиазмом, то есть заботятся о подрастающем поколении всем кланам. Старшие воспитывают, младшие добывают еду. От 1 до 5 выдрят появляются на свет в самый разгар засухи сезона. В это время проще всего наловить кучу рыбы в мельчайших речках и озерах. Окруженные заботой выдрята растут медленно. Первый заплыв они осуществляют лишь к 3 месяцам, а молочное вскармливание длится целых 9. Лишь году детки наберутся силы и начнут помогать группе на охоте. Зверята останутся с родителями и старшими братьями, сестрами примерно до 3 лет, после чего покинут родную стаю и постараются создать свою. Однако сделать это на сегодняшний день может быть не так просто. Из-за человеческой деятельности ареал гигантских выдр становится все более и более фрагментированным. С местным населением выдры не слишком дружат. Во-первых, их добывают ради меха. Он у них ценный, водонепроницаемый. А во-вторых, звери уничтожают как мнимых соперников на рыбалке. На гигантских бразильянок мы посмотрели. А кто из выдр самая маленькая? Это кошачья выдра. Соседка гигантская по континенту, только обитает на юго-западе Южной Америки. Она из рода американских выдр. И действительно, морские выдры обычно небольшого размера, редко превышающие в длину 1 метра и весом до 5 килограммов, что делает их самым маленьким видом рода выдровых.
и самым маленьким морским млекопитающим. Отсюда и название, ведь размером они с крупную кошку. Морская выдра, в отличие от своих бразильских сестричек, обитает исключительно в море или вблизи него. Она селится у каменистых берегов, где дуют сильные ветры. Родственники медоеда и росомах легких путей не ищут. Обедать кошка-выдра предпочитает рыбкой, которая составляет около 30% ее рациона, а также ракообразными и моллюсками. Вообще кошачья выдра робкое и скрытное животное. У нее совершенно не свойственное окуньям, вполне миролюбивое поведение. Свою добычу морские выдры ловят недалеко от берега, погружаясь иногда на большую глубину, ныряя возле скал. Кошачьи выдры не слишком социальны и предпочитают одиночество. Средняя плотность населения составляет от 1 до 10 выдр на 1 километр побережья. Иногда выдры встречаются группами по 2-3, но не более. Кроме маленьких морских кошечек, есть и большие морские собратья. Это каланы. Каланы не могут не привлекать внимания. Эти выдры вырастают до 1,5 метров и весят до 45 килограммов. На секундочку, это габариты леопарда или гепарда, но несмотря на размеры крупной дикой кошки, калан поразительно доброжелателен. Его добыча – крабы, моллюски, морские ежи и иногда рыбка. Короткие лапки практически без коготков плохо справляются с удержанием скользкой чешуйчатой добычи, но это частично компенсируется крепкими зубами. Остальные животные каланам не интересны. Они игнорируют мелких рептилий, млекопитающих, часто делят свои лёжки с тюленями и сивучами. Ученые поговаривают, что их мирный нрав – вынужденное решение. Любая ранка или царапина нарушает водонепроницаемый покров и смоченной жиром густой шерсти. А так как крупной жировой прослойки у каланов нет, они рискуют быстро замерзнуть в холодных водах Аляски и Дальнего Востока. Шерсть каланов мягкая, теплая и уютная. Из-за спроса на нее вид чуть не вымер в начале 20 века, но сейчас животные в безопасности. Впрочем, это единственная слабость в их адаптации к водной среде. Благодаря гибкому позвоночнику каланы плавают изящно и легко, словно их предки не вылезали на сушу. Животные толкаются вперед за счет задних лапок, пальцы которых срослись в подобие ласт. Ныряют они с той же естественностью, с которой плавают по поверхности. Их легкие огромны, они способны хранить в себе запас кислорода, который достаточен на 8 минут изучения морского дна. Все остальное время звери мирно покачиваются на волнах. Они не суетятся и не торопятся, но не потому, что из врагов у них лишь касатка и акула. Просто им приходится экономить каждую калорию. А лишняя суета – лишняя трата энергии. Каланы почти всю жизнь проводят в воде. На плавание, согрев организма и поддержание себя на поверхности волн уходит масса сил. В открытом море звери не только питаются, но и общаются, спариваются и растят потомство. За день морская выдра проплывает до 2 километров, поэтому ей требуется огромное количество пищи, до 20% массы тела в день. Чтобы вместить такие объемы, желудочный кишечный тракт животных сильно увеличился в размерах. Потребность в жесткой экономии ресурсов привела к неожиданным результатам. Каланы научились пользоваться орудиями труда. Они разбивают раковины моллюсков друг об друга, а панцири крабов вскрывают при помощи камней. Причем выдры поступают так настолько давно, что это повлияло на их анатомию. Их зубы стали меньше и легче. Они больше подходят для измельчения добычи, чем для разгрызания. Передние лапки тоже изменились. Подвижные кисти с чувствительными подушечками ловко сжимают камни и раковины. А чтобы постоянно не держать руками камушек, у выдр появился карман. Под левой лапкой расположена складка кожи, куда калан складирует инструмент. Благодаря этому зверьку не нужно каждый раз искать новый камушек. Базовые навыки обращения с камнями заложены в каланах генетически. Исследования показывают, что даже отлученные от матери детки очень быстро понимают, как использовать камни и выбирать наиболее подходящие из них. Что неудивительно, детская пора у них коротка, не более 6 месяцев. Первое время выдренок плавает на маме, как на плоту. Его шерсть абсолютно не приспособлена к погружениям и долгому плаванию. Зато она сможет поддержать малыша какое-то время на плаву, если он вдруг свалится в воду.
За полгода молодежь достигает веса в 11 килограммов, обрастает шерстяным гидрокостюмом и полностью осваивает трудное ремесло добычи моллюсков. Помимо морских и гигантских выдр, в большинстве своем выдры живут по берегам озер и рек. Это речные выдры. Давайте поговорим о них. Канадская выдра обитает в реках и озерах Северной Америки. Места обитания вида от тундровой зоны до Мексиканского залива. Зимой в поисках кого бы съесть канадские выдры совершают многокилометровые миграции в поисках водоема, не затянутого льдом, ибо любят наши сегодняшние дальние родственники росомахи рыбку. По суше выдры передвигаются прыжками. Зимой эти прыжки чередуются с длинным скользящим ходом. А вот в воде канадская речная выдра чувствует себя как те, кем она питается. То есть как рыба. Канадская выдра – чрезвычайно искусный пловец. Этому способствует и строение ее длинного веретенообразного тела. Внешне канадская речная выдра похожа на своих сородичей. Она имеет плотное короткое тело цилиндрической формы. Канадские выдры крупнее обыкновенных выдр. Длина тела составляет до 1,20 м, а вес доходит до 14 килограммов. Теплый мех выдры покрыт водоотталкивающей жировой смазкой, но выдре приходится тщательно ухаживать за своей шубкой, чтобы она сохранила свои свойства. Канадские выдры охотятся ночью. В малонаселенных районах выходят на охоту утром и вечером. Основа ее рациона – рыба. Охотятся на гальянов, форель, сомов, карпов и окуней. Ловит лягушек, крупных насекомых и даже мелких млекопитающих, в частности детенышей бобров. Канадки охотятся обычно недалеко от поверхности воды. Заметив добычу, она ныряет и после короткой погони настигает ее, впиваясь острыми зубками. Мелкую рыбу выдра съедает, лежа на спине и придерживая пищу лапками на груди, как это делают каланы. Кстати, канадские выдры тоже способны нырять на большую глубину. Если же клёва нет, то выдры не брезгуют ягодами и плодами. А особенно они любят чернику. Канадские выдры могут жить как поодиночке, так и парами или небольшими группами. Чаще всего группа представляет собой семью и самочки ее потомства. Охотничьи участки у выдр обширные. Они могут иметь протяженность по береговой линии 40-50 километров. Эту территорию выдры регулярно патрулируют во время охоты. На каждые 4 километра реки приходится примерно по одной выдре. Канадские выдры стараются избегать общения с себе подобными, поэтому помечают свои наделы секретом, выделяемым из желез, находящихся у основания хвоста. Между собой же выдры вполне хорошо общаются, издавая разнообразные звуки: крики, свист, ворчание, щебетание, чириканье и хихиканье. Естественными врагами канадских выдр являются койоты, рыжие лисы, аллигаторы и крупные хищные пернатые. Койоты, кстати, иногда отжимают у выдр улов. Продолжительность жизни канадских речных выдр в дикой природе составляет до 15 лет, но в неволе они могут прожить и до 23. С американкой разобрались. А как дела обстоят на Евразийском континенте? Здесь поселилась самая распространенная выдрочка – обыкновенная или речная выдра, или как в народе ее кличут порешня или поречня, потому что в основном живут они на берегу рек. Обитает она почти по всей Евразии. И встреча с этим земноводным млекопитающим из семейства куньих, избегающим человека, издавна считается удачей. Если вы когда-нибудь встретили ее, сначала может показаться, будто вода вдруг ожила, шлепнула хвостом, завертелась вихрем и нырнула в темную глубину. Это не рыба и не змея, это хозяйка реки, выдра. Представьте, вы идете по лесу ранним утром, когда воздух еще наполнен прохладой и запахом мокрой травы. Река лениво течет рядом, словно зевая. И тут всплеск. На гладкой поверхности воды мелькает изящная мордочка с блестящими, как бусинки, глазами. Выдра. Она глядит прямо на вас, будто раздумывает, доверять ли этому двуногому страннику. На секунду она задерживается, изогнув свое гибкое тело, словно вопросительный знак, а затем шляп исчезает, оставив вас с мыслью, что это было. Ее шерсть шелковистая и плотная, переливается в солнечных лучах,
Она живет, чтобы скользить по воде, под водой, даже по снегу зимой. Для нее река — это не просто дом, а целая игровая площадка. Наблюдать за ней все равно, что смотреть танец, в котором нет случайных движений. Она охотится с азартом, как и все куньи, но только на рыбу. И всю рыбу ей просто необходимо поймать. Вот она стрелой мчится под водой, выскальзывает на поверхность с добычей в зубах, а затем, переворачиваясь, играет со своей пищей, словно дразнит ее. Ну что, думала, уйдешь? Рыбачить выдры любят, особенно в компании друг с другом. Выдры часто охотятся вместе, они сообща могут загнать косяк рыбы в узкий пролив, где легче схватить скользкую рыбешку. Охотничьи угодья одной выдры летом составляют участок реки длиной от 2 до 20 километров и примерно на 100 метров вглубь прибрежной зоны. Хотя чаще всего выдры предпочитают мелководные участки глубиной до 3 метров. Но река — это только часть ее жизни. На берегу выдры есть укромные места, норы, спрятанные среди корней деревьев, или даже небольшие пещеры в земле. Там уютно и всегда сухо, даже если идет дождь. В норе тепло, шуршит под лапами мягкая подстилка из травы и мха, а рядом, возможно, спят ее малыши, пушистые комочки, которые визжат и пытаются неуклюже скатиться с крутого берега прямо в воду. А мама выдра учит их плавать. Это забавное зрелище. Малыши пищат восторга, ныряют следом за ней, всплывают пыхтя и, кажется, искренне верят, что могут победить реку. А есть еще азиатская бескоготная выдра или восточная бескоготная выдра. Это уникальный представитель семейства куньих, который, несмотря на скромные размеры, обладает невероятной харизмой и умением очаровывать всех, кого встречает в природе. Она, как и морская, самая маленькая из всех выдр, но ее манеры, поведение и удивительный интеллект заставляют забывать об этом. Эта выдра не совсем похожа на свою родственницу обыкновенную выдру. Ее лапы лишены привычных острых когтей, зато снабжены мощными подушечками, которые делают ее пальцы гибкими и ловкими. Это настоящие водные руки. Азиатская выдра использует их, чтобы ловить моллюсков, раков, крабов и рыбу. Ее любимое занятие – раскалывать твердые раковины моллюсков. Иногда она использует для этого подручные предметы, как молоток или наковальню. Азиатская выдра – существо общительное и семейное. Она живет в стаях, где царят удивительно теплые отношения. Эти выдры буквально все делают вместе. Охотятся, играют, воспитывают малышей. Папы выдры принимают активное участие в уходе за потомством, а старшие братья и сестры помогают учить младших охотничьим премудростям. Кстати, выдры есть и в Африке. Белогорлая выдра, также известная как пятнистая, это очаровательный обитатель пресных вод Африки. Этот вид выдр выделяется не только своей внешностью, но и необычными повадками, благодаря которым она заслужила репутацию одной из самых скрытных и загадочных в своем семействе. Главная визитная карточка этой выдры – пятнистое белое горло и грудь, которая контрастирует с остальной темно-коричневой или почти черной шерсткой. Эти пятна уникальны у каждого животного, как отпечатки пальцев, и их можно использовать для индивидуальной идентификации. Белогорлая выдра встречается в пресных водоемах тропической Африки, от рек и озер до болот и мангровых лесов. Она особенно любит спокойные воды с густой растительностью, которая помогает ей прятаться от хищников и людей. И все выдры идеальные чистюли. Они любят ухаживать за своим шикарнейшим мехом, постоянно расчесывая его. А еще они превращают ежедневный туалет в самую настоящую игру. Кувыркаются в воде, то ныряя, то всплывая на поверхность. Таким образом, выдры стараются очистить свою шерстку от остатков трапезы и других загрязнений, а также стараются заполнить подшерсток воздушной прослойкой. Спариваются выдры в воде. Беременность латентным периодом – это когда самка может контролировать и замедлять процесс развития плода. Сам период вынашивания составляет около 60 дней. Выводки обычно 2-4 слепых детеныша, которые ко 2-3 месяцу жизни выходят из норы вместе с матерью, а к 5-6 месяцам выдрят уже кормятся сами. Хотя полностью взросление выдр завершается к году, но половая зрелость наступает лишь на 2-м или 3-м году жизни, а живут наши милые разбойницы в среднем до 10 лет.
Вообще поведение выдры очень напоминает кошачье. Она также независима, игрива и иногда идет на контакт с людьми. И это обусловлено их интеллектом. Выдры – одни из самых умных представителей семейства куньих. Их интеллект выделяется среди животных благодаря способности к решению сложных задач, общению, социальному поведению и использованию инструментов. Выдры демонстрируют превосходные способности к решению задач. Они умеют открывать сложные механизмы, такие как крышки контейнеров. В экспериментах на логику выдры находили способы достать пищу из сложных лабиринтов или контейнеров быстрее, чем многие другие животные. Выдры обладают хорошей памятью. Они запоминают местоположение кормовых участков. Молодые выдры обучаются сложным навыкам охоты, наблюдая за родителями. Выдры способны к эмоциональной привязанности, а морские выдры держатся за лапы, когда спят в воде, чтобы их не унесло течением. Они заботятся о потомстве. Выдры носят детенышей на груди, кормят их и защищают, а выдры, живущие рядом с людьми, быстро адаптируются. Интеллект выдр не ограничивается их умением выживать в сложных условиях. Эти животные демонстрируют сложное социальное поведение, обучаемость, эмоциональность. Их умные глазки и повадки часто поражают людей, заставляя задумываться о глубине их внутреннего мира. Но не всех и не всегда. Люди издревле знали о выдрах, и их мех ценился на вес золота. Теплый, блестящий, он спасал даже в самые суровые зимы. И, к сожалению, из-за этого охота на выдр почти привела к их исчезновению. Популяции выдр сталкиваются с множеством угроз, которые ставят под угрозу их существование в дикой природе. В результате сельскохозяйственной деятельности, строительства и урбанизации выдры теряют свои естественные места обитания. Загрязнение воды химикатами, пестицидами и тяжелыми металлами разрушают экосистемы, необходимые для жизни выдр. Лесные зоны, окружающие водоемы важны для укрытия выдр, а их уничтожение делает животных уязвимыми. Выдры особенно чувствительны к качеству воды, так как их добыча, рыба и моллюски, может накапливать токсины. Частицы пластика, попадающие в воду, могут повредить пищеварительную систему выдр через добычу. В море морских выдр подстерегают нефтяные выбросы. Нефть разрушает теплоизоляционные свойства их меха, что приводит к переохлаждению. Многие виды выдр имеют локальные ареалы, что делает их особенно уязвимыми перед утратой среды обитания. Например, гигантская выдра в Южной Америке и азиатская бескоготная выдра сильно ограничены в распространении. Ко всему вышеперечисленному, выдры размножаются сравнительно медленно. Маленькие пометы и долгий период ухода за детенышами делают их популяции уязвимыми к резкому снижению численности. А хотелось бы, чтобы им ничего не угрожало. Реки были чисты, и в них водилось много рыбы. И тогда, конечно, если вам повезет, однажды на рассвете вы снова встретите выдру. Она скользнет по воде, бросив на вас быстрый взгляд, и исчезнет в реке. И вы поймете, это был знак. Природа живет, ее дух здесь, в этой неуловимой тени, которую люди называют выдрой. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.